Энтони был скромным лесорубом, жившим в маленькой хижине на окраине города посреди большого леса, в котором было что-то вроде деревни, много лет назад основанной группой крестьян, которые, несмотря на свои скудные ресурсы, сумели обосноваться в этом месте. В то утро, как и каждый день, он нес дрова, чтобы начать рубить их топором, когда перед его глазами появилась маленькая девочка, одетая в очень элегантное и красивое белое платье, и сказала что-то, от чего у него волосы встали дыбом. «Привет, папочка. Ты не представляешь, как сильно я по тебе скучаю, Энтони», совершенно сбитый с толку, оглядел ее с ног до головы, удивляясь, как такая утонченная маленькая девочка, о которой сразу было видно, что она дочь из богатой семьи, попала сюда. Не зная, что делать, он огляделся по сторонам в поисках ее родителей или человека, который привел ее сюда, но не увидел абсолютно никого, а когда снова посмотрел на девушку, по его телу пробежала новая дрожь, потому что она бесследно исчезла. Энтони, убежденный, что это был плод его воображения, продолжил свою работу и постарался забыть о случившемся. На следующий день лесоруб напевал свою любимую песню, когда та же самая маленькая девочка снова появилась из ниоткуда, взволнованно поприветствовала его и снова назвала папой, отчего его лицо побледнело от испуга. День за днем эта история повторялась, и Энтони начал думать, что это призрак, который по какой-то причине преследует его. Однако в конце концов он отказался от этой идеи, когда во время одного из своих визитов маленькая девочка так разволновалась, разговаривая с ним, что в конце концов обняла его. И когда он почувствовал, как ее теплое тельце прильнуло к его, он понял, что это настоящая девочка. Но как я мог быть ее отцом? Он удивился, когда она ушла. Кроме того, увидев ее утонченные манеры и элегантный наряд, они все больше убеждались, что девушка, должно быть, происходила из семьи высшего общества. Он всегда жил один в своей хижине и никогда не был связан ни с одной женщиной, тем более из высшего общества. Нежная маленькая девочка, которая после нескольких недель постоянных визитов к нему представилась Розой. Она казалась такой убежденной в том, что говорила, и была так счастлива каждый раз, когда приходила к нему в хижину, что он не мог не растрогаться, и с большой нежностью начал вовлекать ее в разговор и разрешать ей играть с его щенком, пока она оставалась с ним. Шли недели, и хотя Энтони все больше и больше начинало нравиться общество маленькой девочки, которая по какой-то необъяснимой причине пробудила в нем отцовский инстинкт, им овладевало любопытство каждый раз, когда она так твердо называла его папой и с сияющими глазами говорила, как сильно любит его и хочет, чтобы он вернулся домой. Несмотря на свои мысли, Роза была настолько трезвомыслящей и умной, что невозможно было поверить, что все это было результатом какого-то психического заболевания, поразившего ее. И вот однажды днем, когда они вдвоем со щенком наблюдали за лесными животными, пьющими воду из реки, Энтони спросил маленькую девочку, почему она так уверена, что он ее отец. Но когда он настоял на том, чтобы она дала ему более подробное объяснение, она с опечаленным лицом извинилась за то, что не может сообщить больше подробностей, поскольку ее мать запретила ей это делать, так как это могло бы еще больше усугубить ситуацию. Еще больше сбитый с толку ее словами, Энтони попросил Розу хотя бы показать ему их совместную фотографию или что-нибудь еще, что могло бы подтвердить правдивость его слов. Поколебавшись несколько секунд, маленькая девочка согласилась и сказала, что попробует взять что-нибудь из комнаты своей мамы. «Я бы хотела, чтобы ты вернулся с нами. Она тоже очень скучает по тебе, папочка. Я люблю тебя, пока», — воскликнула маленькая девочка перед уходом. В ту ночь дровосеку было так тревожно при мысли о том, что на следующий день ему, возможно, удастся разгадать эту тайну, что он почти не мог заснуть. Однако с наступлением вечера, сколько бы он ни ждал своевременного визита нежной Розы, сидевшей у окна, она так и не появилась. В последующие дни ситуация не сильно изменилась, как бы он ни старался. От его милой маленькой подруги не осталось и следа. Обеспокоенный тем, что с ней что-то случилось, Энтони спросил нескольких своих соседей, не видели ли они ее или не знают ли они о каком-нибудь пропавшем ребенке из богатых семей. Никто из них не мог объяснить причины исчезновения Розы, и в городе не слышали, чтобы пропала какая-нибудь маленькая девочка.
Дровосек, в очередной раз усомнившись в том, что произошло, и задавшись вопросом, не было ли все это плодом его воображения, и не теряет ли он рассудок, решил продолжать жить своей жизнью и больше не задумываться об этом. Однако чувство ностальгии охватывало его каждый день, когда он отправлялся в лес рубить дрова со своей собакой, а проходя мимо ручья, вспоминал о веселых временах, когда он играл с Розой и учил ее названиям различных деревьев и животных, с которыми сталкивался. Родительская связь, зародившаяся в нем, породила сильное чувство пустоты. «Я и представить себе не мог всего этого», — сказал он себе однажды, когда его охватила печаль. Что должно быть с ним случилось? С ним все в порядке. Однажды, вернувшись с работы, Энтони с удивлением увидел, что его верный спутник не вышел, как обычно, поприветствовать его. После того, как он несколько минут звал его, но тот так и не появился, он отправился на поиски и чуть не упал в обморок от волнения, увидев, как он играет с Розой на заднем дворе. «Ты в порядке?» — воскликнул лесоруб, подбегая к ней, чтобы обнять. «Я тоже скучала по тебе, папочка», — сказала девочка с широкой улыбкой, и в тот день он впервые решил пригласить ее в свою скромную хижину. Оказавшись внутри, он приготовил горячий шоколад и печенье, чтобы угостить Розу, и воспользовался возможностью спросить ее, почему она так внезапно исчезла. Она объяснила, что в тот день ее мать обнаружила, что она пытается сфотографироваться, и в итоге получила сильный выговор, потому что устала повторять, что им не следует продолжать встречаться, и предупредила ее о серьезных последствиях, к которым это может привести. Поэтому в течение следующих нескольких недель он повсюду брал ее с собой и ни на минуту не оставлял одну. Только сегодня я, наконец, смог сбежать. Дровосек снова почувствовал себя глубоко заинтригованным и сбитым с толку. Желая все прояснить раз и навсегда, он попрощался с маленькой девочкой, которая ушла, прыгая от радости, сказав ей, что понятия не имеет, как давно хотел снова попробовать ее вкусное печенье, и подождал несколько минут, чтобы уйти вслед за ней. В нескольких метрах от ее дома маленькую Розу ждала роскошная машина с шофёром. Увидев, что она садится в машину, Энтони поспешил назад и завёл свой старый грузовик, чтобы последовать за ними, позаботившись о том, чтобы водитель не заметил его присутствия. Лесоруб следовал за ними, пока они, наконец, не въехали в роскошный особняк, где утонченная и очень красивая женщина ждала очень сердитую маленькую девочку. Когда Энтони вышел из машины и более подробно рассмотрел их обоих, стоящих перед тем домом, на ум ему пришло множество воспоминаний, и ему пришлось немного посидеть в своем укрытии, чтобы прийти в себя. С глазами, полными слез, он побежал к особняку, крича: «Роза, Сара! Я помню, я все помню!» Мать и маленькая девочка, плача от радости, подошли поприветствовать его и крепко обняли. Они все еще не могли поверить, что это чудо свершилось. Энтони на самом деле был могущественным миллиардером, который к тому же был поклонником экстремальных видов спорта. 3 года назад, во время прыжка с парашютом, с ним произошел несчастный случай, в результате которого он получил сильный удар по голове, из-за чего на несколько недель впал в кому. А когда он пришел в сознание, его жене и дочери пришлось пережить тяжелую новость о том, что он полностью потерял память. Шли месяцы, и, видя, что его положение не улучшается, а он по-прежнему не может вспомнить абсолютно ничего из своей прошлой жизни, врачи посоветовали Саре применить на практике терапию, которая заключалась в том, чтобы отвезти ее мужа в какое-нибудь место, которое связывало бы его с детством и самыми счастливыми воспоминаниями, так как это могло бы помочь ему мало-помалу восстановить свою память. Она согласилась отвезти его в скромную хижину у подножия горы, которая была очень похожа на дом его бабушки и дедушки, где он вырос. Время шло, но Энтони не поправлялся. Разбитая вдребезги, но еще не потерявшая надежды Сара решила позволить ему продолжать жить той жизнью, которая, казалось, ему нравилась, отдельно от нее и ее маленькой дочери. После той ночи не проходило и дня, чтобы Энтони и его жена не благодарили свою дочь за то, что благодаря ее невинности, любви и настойчивости ей удалось исцелить своего отца и вернуть его к ним, чтобы они могли снова стать той прекрасной и любящей семьей, какой были раньше эта трагедия. Существуют нерушимые узы, и нет силы могущественнее любви,
поскольку только она способна сделать возможными даже самые невероятные чудеса. Что вы думаете о невероятной истории Энтони? Оставьте мне свое мнение в комментариях, поставьте лайк и поделитесь этим видео. А если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот канал, чтобы получать удовольствие от всех историй, которые я рассказываю вам каждый день. Желаю вам хорошего дня.